Рада всех видеть, мои прекрасные. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, подписки. Благодарю вас. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Сама себе психолог. Там собраны ролики, которые убирают ментальные блоки, лечат синдром хорошей девочки и возвращают вам, королевишны, ваши короны. Итак, тема сегодняшнего расклада. Свет и тень. За что тебя ставят в пример друзья и за что пытаются высмеять враги. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни и те же ваши поступки вызывают у одних восхищение, а у других ядовитый смех? Это потому, что ваша сила для кого-то ориентир, а для кого-то личное поражение. Сегодня мы вскроем оба лагеря. Мы узнаем, за что вас искренне любят свои и какую вашу черту враги тщетно пытаются превратить в повод для насмешек, чтобы никак не признать вашего превосходства. Сегодня мы узнаем, за какие качества тебя ценят, ставят пример близкие люди, что именно в тебе вызывает это уважение, какую твою черту пытаются высмеять и обесценить враги, да? Почему именно эта черта вызывает негатив, это зависть, сравнение, внутренний конфликт. Как-то так. И посмотрим, может быть, как это проявляется. Да? Шутки, сарказм, обесценивание, скрытая критика. Итак, начинаем. Первый у нас голос света. За какие же качества тебя ценят и ставят в пример близкие люди? Ух ты. Так, что мне показывают карты? Вас любят и ставят в пример в первую очередь, потому что, смотрите, как бы ни складывалась ваша судьба, какие бы тут ни были вызовы судьбы, да, какие бы даже ни были провокации, может быть, даже искушения, вы не опускаетесь до уровня тут хитрости, предательства каких-то во взаимоотношениях. По карте Иерофант вы остаетесь светлым, добрым человеком. Вас видят, кстати, щедрые, очень щедрые. Может быть, для близких вы готовы на очень многое. Это не обязательно касается именно материальных, да, вот там растрат, да, что вы там продадите свою квартиру и отдадите там все на благотворительность или к тому, кто нуждается из близких, родных. Даже не в этом. Вы, может, будете все свое время свободное посвящать близким, родным, там, друзьям, поддерживать их. Вас видят такой женщиной, которая с удовольствием даже, тут с удовольствием Иерофант и карта вот этого мужчины, который транжирит. Это история о том, что вы не по принуждению, не потому, что так вас там воспитали, и теперь вы несете эту ношу, а это душа ваша, это потребность вашей души, прийти на помощь, искренне, может быть, порадоваться там, за удачу близких людей, там, за какие-то там, ну, не знаю, там, достижения у ваших друзей, они видят, что вы искренне этому порадуетесь. Опять-таки, нужна помощь, вы придете на помощь. При этом есть такой нюанс. У вас вот эта карта компас и карта леса. Также это можно считать, что вы выходите из трудных каких-то ситуаций, вы всегда находите выход. Более того, я так вижу по этим картам, знаете, если другой там будет стенать, рвать на себе волосы из-за какой-то там ситуации, в которую он попал, там обвинять весь мир, все окружение, там все у него виновны, скорее всего, вы можете там чуть-чуть попричитать, и то, скорее всего, про себя, да, и сразу будете искать пути выхода из сложившейся этой ситуации. И найдете. Мало того, вы в этой какой-то тяжелой ситуации даже бонус какой-то найдете. Может быть, у вас откроется видение еще, как можно выйти из этой ситуации и приумножить даже, ну, то, что у вас есть, тут какие-то бонусы вы из этого извлечете. Вот тут даже так. Ну, другими словами, оптимистка, очень не глупая, женщина, которая в хорошем смысле умеет приспосабливаться к вызовам судьбы. Но тут же Иерофант рядом, то есть это идет такое, знаете, приспособление
не за счет кого-то, не в ущерб кому-то, а тут, скорее всего, люди, которые рядом с вами, они от этого не страдают, наоборот, они на вас смотрят, тут многие учатся у вас даже. Ну, знаете, у нас у всех бывают такие периоды там тяжелые в жизни. Ну, это очень важно, как мы из них выходим, да, и как мы себя ведем в процессе этого. Тут вот это вот ваше тут по карте Иерофант, это же и жажда к обучению, к познанию, это духовный рост развития. То есть все вот эти вот какие-то там проблемные моменты, да, может быть, даже несчастья какие-то, которые периодически случаются в нашей жизни, да, какие-то действительно не очень хорошие бывают времена, то вы, скорее всего, достойно проходите через это все. И опять-таки, это рост развития, это не останавливайтесь вы в этом росте и развитии. Может быть, постоянно новому, чему-то обучаетесь, узнаете. Тут с коммуникациями все прекрасно. Так, еще мне вот эта карта говорит о переходе на новый уровень. Женщина, которая, может быть, даже тут у вас есть какая-то там идея, мечта, к чему вы идете, и вы действительно прикладываете усилия, и вы действительно женщина, которая имеет этот потенциал, вот смотрят на вас и вас уважают, восхищаются, уважают. А тут вот так, за какие качества ценят и ставят пример. Тут почему-то любовный треугольник, темперамент и карта свинья. Ну, не знаю, девочки, если у кого-то была какая-то ситуация, где вы, может, были вовлечены в эти любовные треугольники, да, то, скорее всего, вас видят женщины, которая, может быть, сумела как-то экологично из этого всего выйти, да, или прошла также опять вот этот какой-то сложный период в своей жизни и смогла с этими страстями как-то выжить даже. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Свинью подложили. То есть для себя, может, сделала правильный выбор, правильные выводы. Это тоже очень важно, так как можно в порыве страстей, тут можно таких дров, как говорят, нарубить, да, можно начудить не по-детски. А тут, судя по вот этой какой-то ситуации, это для кого-то характерно, я не говорю, что это для всех, да, это общий расклад. Тут вас еще могут уважать за то, что вы, несмотря на то, что там тут вас накрывали страсти, ну, вы живой человек, да, допустим, влюбились, тут, но у кого-то тут не свободен. То ли мужчина был, то ли вы не свободны, а у кого-то это вообще и вы, мужчина, могли быть не свободны, да, где-то подвлюбились. То, несмотря на эту всю какую-то ситуацию, вы все равно как-то вышли, ну, не знаю, насчет достойно, может, достойно, недостойно, но тут смысл в другом. Вы мудро поступили. Вот как-то так тут мне показано. Ну, и за это вас уважают. Тут показана женщина мудрая, по Иерофанту добрый, светлый человек, который имеет внутренний стержень, опору на себя, знает, что он не хочет в этой жизни наследить, он хочет оставить добрый, светлый след, да. Вас довольно-таки трудно тут сбить со своего пути. У вас есть четкое видение того, что является для вас добром, что злом. Какие-то тут даже манипуляции, вы этому можете противостоять и так вот поулыбаться на вытянутую ручку и дальше своей дорогой идете, да. Мудрая женщина. Подпишись на канал и поставь лайк. А что именно в тебе вызывает уважение и желание равняться, мы уже отчасти посмотрели, но давайте еще пару карт вытащу. Давайте так, мне почему-то подсветили, у кого-то из вас была действительно тяжелая ситуация. Тут карта опять этих страстей, это когда накрывала, да, любовная зависимость. Тут не обязательно это любовь была, это может быть страсть, вот эти вот какие-то там, сексуальное влечение какое-то. При этом опять карта невозможно, то есть то ли вы попали, кто-то из вас в какую-то ситуацию такую,
невозможность развивать отношения из-за, допустим, кто-то не свободен, отношения трудно порицаемые, трудно реализуемые или порицаемые в социуме. И тут тут просто даже, не знаю, мне почему-то подсвечивают, что кто-то из вас, вот для того, чтобы попытался разобраться, почему я вовлечена в это все, что дальше с этим всем делать, и почему вообще я попала в эти как сети какие-то, и почему такие, может быть, мужчины ко мне притягиваются, и почему я выбираю таких, или я обращаю внимание на таких, почему меня такие мужчины, в принципе, привлекают, да. Тут могли по окно «Виной мир» кто-то увлекся психологией, в эзотерику, в Таро пошли. И вы сами себя могли вытянуть, как вот этот Мюнхгаузен за косичку из болота, так вы точно так себя могли вот этой таротерапией исцелить. У кого-то это в хобби, увлечение какое-то такое перешло. И вот даже за этот ваш какой-то рост, за даже то, что вы сами себе оказали эту психологическую помощь, а у вас тут действительно были проблемные какие-то моменты в жизни, то вас уважают за ваше умение, по большому счету, саму себя вытаскивать из каких-то этих трудных, кризисных ситуаций, приходить самой себе на помощь. Большинство женщин так не умеют. Большинство женщин ищут опору вне себя, допустим, им нужна поддержка. А у вас, по большому счету, вы как бы нашли эту опору внутри самой себя, разобрались, по полочкам разложили, почему так, почему, что дальше делать с этим всем. Даже если кто-то не знает, что вы там, Таро увлекаетесь, психологией, вас считывает такой женщина, которая имеет вот силу, мудрость, может даже подсказать, как правильно в той или иной ситуации себя повести. Это вызывает уважение, желание равняться также. Опять-таки, для кого-то тут вы являетесь карта верность и семья, женщина, которая ценит эту верность. Тут старички, бабушка, дедушка изображены. Это может глобально касаться верности своим взглядам, верность друзьям, да, верность в выборе, там, уже не знаю, там даже профессия какая-то там. Тут конкретно это семья, семейные ценности, это может быть верность партнеру, но партнерство тоже бывает разное, да, это в дружбе может быть, даже в бизнесе партнерство. Вот об этом. Тут вас такое считывают, надежное очень. И плюс вот эти карты говорят мне о том, что вы оптимистка, вы верите в чудеса, вы, знаете, как прям легка на подъем в плане, может быть, там с подругами, там о чем-то договорились, все, вы тут зажглись, пошли, поехали, мне что-то такое хотелось сказать, в лес пошли за грибами, да, вы поняли, пример же элементарный, там не обязательно там договорились где-то, завтра встречаемся, там, не знаю, у кого речка, да, на берегу речки, там, может, когда у кого-то там, давайте встретимся в парк, в лес, еще куда-то поедем. Я имею в виду не обязательно такой подтекст, там, алкоголь, не это, а в плане жизнь, яркость жизни, восприятие жизни, вот как будто бы вы такая. Многие на вас смотрят и думают, вот у нее жизнь кипит там ключом. И это от вас как будто бы исходит, эта энергия. Это желание жить, желание верить в чудеса, в прекрасное, принимать это прекрасное что-то. Вот так мне как-то подсветили карты. Теперь смотрим, какую твою черту пытаются высмеять или обесценить. Враги ваши, да? Недоброжелатели. Интересно. Первая карта муза, яркая, харизматичная, привлекательная, в том числе и сексуально привлекательная. Женщина, которая следит за собой, за своей внешностью. Женщина, которая является такой батарейкой, да? Энергетически наполненной. Возле вас очень много людей, которые с удовольствием этой энергией пользуются, да, возле вас находятся. Но тут как будто бы враги считают вас, рядом карта одиночества,
Отчасти что-то вас, какая-то вы личину носите, да, то есть вы не настоящая, как будто бы такая, как будто бы вы вот эту маску заученную носите, а на самом деле скрывается за этим какое-то одиночество, будто бы вы не очень искренни в этом. Если же даже они не считывают вас дальше, ну, это одиночество, многие пытаются обесценить вас, допустим, могут такие язвительные замечания, типа, у кого-то это макияж, типа, не по возрасту, да, или, ну, слишком уж тут за собой следит в том плане, что много денег там в свою внешность складывает, это тоже такое может быть. У кого-то это может такие какие-то язвительные замечания женские, типа, на косметологов большую часть своего этого, допустим, уже не знаю, как бюджета вкладывает. У кого-то, если вы там не косметические даже процедуры, у вас какие-то там, даже не знаю, девочки есть, делают там свои манипуляции, да, какие-то там, у кого-то операции даже косметологические, то это все тоже сюда могут вот враги, что типа, ага, хочет продлить вторую, третью молодость. Вот это вот все сюда. Вы даже, может, ни черта не делаете. В лучшем случае там огуречную маску наложили раз в неделю, да. И тут вы вышли после этой маски, такая вся кожа сияющая, вы такая вся прекрасная. И тут, ага, уже рассказали, что вы там блефаропластику сделали, сходили там. Ну, вы поняли. Ой, или что-нибудь еще там, или круговая подтяжка лица, или золотые нити там вы вставили. Ну, тут дай только поговорить. Но тут ваша вот внешность, вот эта харизма, ваша, может быть, жизнерадостность даже вот. А у кого-то даже по этой карте это же и жизнелюбие, то есть и несмотря ни на что, там они считывают, что вы людей любите, вполне возможно и люди, они считывают, вам платят тем же. Это тоже они пытаются обесценить. Знаете, из той серии, когда могут говорить, ой, сколько бы она ни пыталась быть хорошей, а все равно, типа, за спиной у нее говорят, и хорошая она для всех не будет. Вот что-то тут такое. Могут говорить вот из этой серии. Так, пытаются высмеять, обесценить. Ну, это из той серии, она хорошая, а вокруг нее какие-то плетутся интриги, и тут кто-то может предавать вас не один раз уже. Вот это могут, типа, как-то, знаете, как вам могут за вашей спиной говорить, что а ничему ее не учат. Ее раз уже, типа, кто-то там обесценил, предал, подставили, а она, типа, также продолжает, ну, верить во все хорошее, доброе, светлое. Вот тоже из этой серии тут могут. Так, подглядывание, вампиры, финансы, вы смеете обесценить. Сейчас я уточню по поводу вампиров. Ну, тут... У кого-то могут рассказывать о том, что вы транжира, элементарно расходы, вы очень много денег тратите туда, и мечта у вас тут жить более стабильной какой-то материальной, ну, жизнью, иметь тут больший доход, финансы. Это как будто бы, знаете, если даже вы что-то приобретаете такое вот, и между собой там ваши недоброжелатели там что-то констатируют, там какой-то факт приобретения чего-либо, то есть тут это может также обесцениваться и там рассказываться то ли, что вы это то ли в кредит приобрели, то ли вы там неимоверное количество там, я не знаю, работы домой брали, какой-то объем. Типа вы прикладывали столько усилий для того, чтобы заполучить что-то. Опять-таки, такой нюанс, что вы за это платите такую цену какую-то, ну, опять-таки, как будто оно вам нелегко даются эти деньги, эти финансы. Угу. Как-то так. То есть, если другой, смотрите, вы приобрели там какой-то Мерседес, да, то тут же расскажут недоброжелатели ваши, что там он у вас и в кредит взят, и вы полжизни теперь будете его отдавать, да, за него, или до этого вы там себе во всем отказывали, хотя тут же могут перед этим подсвечивать, что вы тут красотка, и по этой карте женщина, она в себя во внешность вкладывает. Вы поняли, какое тут несоответствие?
А если кто-то другой этот Мерседес приобретет, вообще кто-то, они этого человека не знают, они могут сказать: о, какая классная машина, вообще обалденно, там, ну, вы поняли, да, какие-то тут двойные стандарты какие-то. Вот именно вокруг вас вот так вот, они недоброжелатели. Пытаются как-то высмеять, пытаются где-то высмеять вашу, даже, знаете, какую-то, не то что непрактичность, а даже как будто бы наивность какую-то. Опять мне по этим картам очень похоже, что за вами они постоянно наблюдают, и они подсматривают, и как будто бы убеждаются лишний раз, что кого-то вы все равно к себе подпускаете, того, кто уже вам принес разочарование, кто вас подставил, кто где-то подлость против вас какую-то совершил. Они вот это все считывают, они же между собой как друг друга считывают. И они лишний раз вот как будто, знаете, посмеиваются, вот пытаются вас высмеять и сказать, ну, как будто ее ничему не учат, она таких к себе приближает. Вот тут тоже такое. Вот тут могут. Ну, это или про какую-то, допустим, коллегу по работе, или про какую-то подругу, так называемую. Вот это могут рассказывать. Так. Причина, да, почему вы вызываете вот эту, не знаю, ненависть, не ненависть, почему появляется вот эта попытка вас обесценить, высмеять, это зависть, сравнение, внутренний конфликт, почему? Ну, давайте так. Они еще, как вам сказать, они сталкиваются с тем, что у вас в отношении них срабатывает защита. Вы как защищаетесь. Они тут пытаются вам свинью подложить. Может быть, даже кто-то какой-то совет даст. Кто-то, может быть, пытается вам испортить, знаете, даже не то, что там, ну, мнение о вас, да, репутацию вам какими-то, может быть, замечаниями. Не срабатывает, не получается, не долетают их вот эти вот попытки подложить в свинью или испортить вам настроение, или направить вас в другом каком-то направлении. Вот что-то такое вот не получается. Они тут изворачиваются по хамелеону и так, и так. Вот. При этом, почему? Отчасти вызывает негатив, это, да, и зависть тут может быть, сравнение. У многих видение вас по карте звезда. Кто-то из женщин воспринимает вас намного привлекательнее. Тут карта интеллекта же. Звезда — это в первую очередь интеллект. Они видят вашу где-то инаковость, непохожесть на них. Они видят вас женщиной по звезде. Все люди как люди, а она звезда, да? Это тоже вызывает злость. Они видят вас женщиной, которая идет где-то к своей мечте. Может быть, для них это и непонятная мечта, цель в жизни, но она у вас есть, и вы идете за ней. А они могут 1000 раз менять эти какие-то цели в моменте, знаете, переобуваться, да, вот. Сегодня мы с одними дружим, у меня одна цель, завтра на утро они с другими могут по хамелеону дружить. То есть зависимость и хамелеон — это история о том, что они вот именно приспосабливаются в моменте, быстро. Могут вот эти двойные стандарты. Тут одно говорит, завтра другое. Что удобно им, то они и говорят. Что удобно, вот они то и делают. А у вас все-таки какие-то тут моральные есть принципы, и вы, ну, придерживайтесь этого. Опять-таки, вас видят вот этим добрым, светлым человеком, посланник высших сил. Может, у вас род деятельности с этим связан, но это, скорее всего, ваш душевный запрос, да, вот вы по-другому не можете. Соответственно, вас многие и так и воспринимают. То есть, как бы они ни пытались тут картинку вокруг вас испортить, да, и в отношении вас, может быть, кому-то типа глаза открыть, типа подсказать, какая вы не такая уж белая пушистая, а люди-то все равно считывают, люди все равно вас видят вот такое вот.
доброй, заботливой, светлым человеком. И вот этот яд какой, которым они тут брыжут, он особо к вам вообще не пристает. Люди могут там покивают головой, а на самом деле они судят вас по поступкам. У них уже сложившийся образ ваш есть. Но это тоже, это получается сравнение. Они вот могут тут гадость на вас лить, да, но при этом это все как будто со стороны выглядит так, вот как будто бы они себя сравнивают с вами. Угу. Где-то зависть, где-то просто они вас не понимают, неприятие вас, желание вас обесценить, опустить до какого-то уровня, может быть, ниже плинтуса даже. Но у них это не получается. Ну, давайте еще быстро посмотрим, как это все может проявляться. Ну, в негативе, да, вот шутки какие-то дурацкие, сарказм, обесценивание, скрытая критика. У кого-то, может быть, это в открытую даже. Даже недруги пытаются высмеять вас. Как это все проявляется? Я прямо в голове вспоминаю, как когда-то я пыталась мою так называемую подругу, это из юности, ну, у нас были такие какие-то отношения непонятные, да, я чувствовала, что женщина, девушка, когда ей удобно, пытается использовать меня, когда мне какая-либо помощь нужна, даже я не озвучивала, но она просто тихо сливалась. И это уже раз за разом происходило, и я потом дистанцировалась от нее максимально. Когда ей в очередной раз нужно было что-то по мелочи, да, я просто дистанцировалась. Решила не давать ей никакие эти ресурсы, ничего. И она так резко на это отреагировала, при этом, знаете, как-то отреагировала так, вспоминаю, как она сказала: ты дождешься того, что вокруг тебя не останется друзей, да, это из той серии вокруг тебя там 6 кошек останется, да, хотя у меня в то время были множество подруг других, и ребенок, муж, 2 собаки, да, 2 кота. Ладно, я не шучу, на самом деле так было. Просто мне так тогда смешно стало, думаю, это ж надо. Она вспомнила, что она моя подруга, даже она тут, ты останешься без подруг, так она мне это сказала. Вот тут что-то из этой серии, мне так смешно, как это может проявляться. Вряд ли вам в открытую кто-то из этих недоброжелателей скажет, что если ты как-то себя не так будешь вести, тут как будто бы вы не совсем оправдываете их, как вам сказать, надежды. Вот они как-то себя манипулятивно ведут, при этом стараясь вызвать у вас какую-то реакцию. Но вы той реакции ожидаемой не даете. Поэтому они тут, опять-таки, почему я эту историю привела, потому что тут многие могут говорить о том, что она тут останется то ли в одиночестве с таким поведением, просто до них не доходит, что для вас может быть не нужно вам количество так называемых друзей, да, вам нужно качество. Пусть 1-2 человека, в которых вы будете уверены. Вот такое. Тут могут рассказы про ваше одиночество, про то, что это тоже ваш осознанный какой-то выбор, про то, что это теперь вы сами в чем-то виноваты, да, в том, что вокруг вас так мало, там, допустим, каких-то друзей-доброжелателей. При этом, чтобы таких друзей иметь, то врагов не надо, да. Тут вот какие-то страхи, которые даже внутри них самих есть. Они могут вот это вот все раздувать и не то, что там вам приписывать, а вот как-то даже так, между прочим, в разговоре. Ну, из той серии, допустим, они, допустим, какая-то женщина, ваш недоброжелатель, она, да, переживает по поводу своей внешности, да, там, увядание, возраст уже какой-то там поджимает, красота уходит, растворяется. И если она там увидела вас, там, вы классно выглядите, и вот она с кого-то встретила, там, такую уже любительницу языком потрепать, обсудить вас, косточки перемыть, то тут же начнутся вот эти разговоры не с позиции такой, что
видение ваше, вы классно выглядите, а из позиции того, что, боже мой, опять сделала вторую, третью пластику, боже мой, нацепила какое-то платье облегающее, да что ж там ей не имется, боже мой, наверное, опять второй, пятый любовник какой-то завелся, уж точно не ради себя она так за собой следит, да, ну вы поняли, вот эти вот язвительные какие-то такие вот, ну, при этом, что ими движет, тут страхи собственные. Ну, это проявляется, это обесценивание, критика скрытая 100%. Где-то ваш внешний вид, тут внешность ваша не дает покоя. И даже тут ваше желание следить за собой, опять-таки, это тоже не дает покоя им. Насчет шуток не знаю, сарказм. Извините, у меня тут окно открыто, что-то тут у меня, хотел сказать, велосипедисты, эти мотоциклисты проезжают. Так, о чем это еще? Ну, понятно, если кто-то там из вас увлекается эзотерикой, психологией, то могут также тут что-то они по поводу этого, по этому хобби, какие-то тут замечания, колки, едкие. Но тут еще такой нюанс. Если знаю, что вы, может, профессионально занимаетесь, да, таро, да, у кого-то, или вы себя считаете, позиционируете как женщина, которая, ну, скажем так, не обязательно это ясновидение, яснослышание, не обязательно это как дар даже, ну, элементарно у вас может интуиция хорошо развита быть. Тут даже по поводу этого могут утвердительные замечания такие быть, между собой обсуждать вас и говорить, ага, типа, ну, если она такой себя мнит, там, третий глаз у нее, там, четвертый, пятый, да, и все она видит насквозь, там, почему же она тогда не замечает, там, что у нее под носом, там, вот, кто-то тут против вас, вот какие-то коварные замыслы, или подло как-то ведет себя, или это, допустим, мужчина какой-то в вашей жизни так проявился в свою очередь, или там какая-то коллега по работе, или еще что-то. Вот типа такие извительные могут быть подковырочки, типа, ну какая же она, типа, ведающая, ну какая же она, типа, знающая, если она элементарных вот этих вот вещей не видит, то, что у нее под носом творится. Как-то так. Опять-таки, еще их очень выводит из себя ваше, повторюсь, умение на данный момент, им так кажется, не брать близко к сердцу. Тут мужчина, который замораживает это сердце. Вот они сейчас вас считывают, женщины, которые все это не задевают, а результат ноль. Фига с маслом. Это было холодное, это хрустальное сердечко. Тут как будто бы вы не берете это близко к сердцу, не пропускаете через себя. Может, даже вы в ответ тут улыбаетесь и что-то им такое саркастическое выдаете, что ну, они просто стоят и это, как это сказать, в общем, как будто бы им на голову вылили что-то, тут обтекают, стоят. Вот такое. Вот вряд ли они тут вам в открытую что-то говорят. Они вас видят довольно-таки сильной, не глупой. Все, мои хорошие, такой сегодня расклад у нас. И восприятие одного и того же качества у другого человека очень сильно зависит от внутреннего состояния наблюдателя. То есть те, кто вас любят, они ваше качество там какое-то, быть открытой им навстречу, допустим, этому миру, дарить тепло, любовь, они воспринимают это как щедрость души, да, оценивают по достоинству это, ценят. А то же самое, допустим, качество ваше, эту открытость, любовь к миру, ваши недоброжелатели, враги, они трактуют как наивность, даже глупость, как даже, может быть, говорят, вот бегущая по граблям, опять к себе подпускает кого-то, там, опять ей в спину там что-то, кинжал прилетит, но сама виновата. Или же ваша вот открытость к этому миру, да, любовь к этому миру могут воспринимать как даже, не знаю, как детскую какую-то наивность, как инфантилизм какой-то. Ну, вы поняли, да, вот такой вот нюанс есть. И люди склонны идеализировать те черты, которые соответствуют их ценностям или к которым они стремятся, и обесценивать те, которые вызывают у них чувство несоответствия
или внутреннего напряжения. Одна и та же характеристика может восприниматься как достоинство или как недостаток. И это часто не объективная оценка личности, а отражение всего лишь внутренних процессов другого человека. Вы должны всегда это помнить. Каждый оценивает сквозь призму собственного этого восприятия мира. Если внутри у человека, извините, там кромешная тьма и много коричневого цвета, то вряд ли он видит все в каких-то волшебных красках, да, и в вас он в первую очередь будет видеть какой-то негатив, которого у вас, может быть, в принципе нет. И чем яснее человек осознает свои собственные ценности и границы, тем меньше он зависит от этих внешних интерпретаций, и тем устойчивее он остается в своей идентичности. Все, мои хорошие. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.